Всем привет! На дворе лето 2026 года. У нас в мире снова разразилась война в Персидском заливе. У нас до сих пор не остановлена война Украина-Россия. И в мире происходят разные события, геополитические сдвиги. И, конечно же, возникает вопрос, а куда, собственно, ехать? В этом ролике я вам расскажу про такую страну, как Индонезия, и про визы, которые можно оформить для того, чтобы там жить. Потому что в такие времена, как сейчас, нужно не только осмотреть, где выгоднее условия, где какая легализация, но и примерно прикидывать, а что в будущем может быть в этом регионе. И, в принципе, на сегодняшний день, так как я люблю следить за мировыми событиями, я понимаю, что Индонезия может в теории стать некоторой гаванью, некоторым хабом между всеми сторонами конфликта и, в принципе, особо не ввязываться, потому что еще при мне, когда я помню, пребывал на Бали в 23-24 году, тогда проходили выборы, и к власти пришел президент, бывший министр обороны, и он взял путь на нейтралитет. И первый, кому он полетел, это был Владимир Владимирович Путин, второй это был Син Цзиньпинь. Возможно, я ошибаюсь. Сначала, скорее всего, он полетел в Китай, потом уже полетел в Россию, и потом уже поехал договариваться с Америкой. Но так как я понял вообще позицию их партии, это полный нейтралитет и не примыкать ни к одной странам конфликта. Из-за этого хочется вам рассказать про то, какие есть возможности легализации для жизни на острове Бали и в Индонезии в целом. Во-первых, в этом видео я буду перечислять некоторые визы. Если эта виза не попала в ролик, скорее всего, она бесполезная, ее очень мало берут, и она прям для каких-то индивидуальных случаев, и вы можете обязательно обратиться. Мы делаем абсолютно все визы, и по этой визе тоже вам подскажем. Я сейчас дам основную выжимку по каждой визе со своим мнением, стоит ли ее делать. Ну, конечно, начнем, наверное, с самых простых и понятных виз. Это туристическая виза. Ее бывает два варианта. Первый — это обычная, вторая — это электронная виза по прибытию с аббревиатурой ВОА. Это виза, которая дает вам возможность пребывать на острове 30 дней с возможностью продления на еще 30 дней. Эту визу вы можете оформить самостоятельно в аэропорту, самостоятельно на сайте. В аэропорту более безопаснее, там стоят терминалы на сайте. Ну, не то чтобы это как-то опасно и рискованно, но если вы ошибетесь, вы можете потерять деньги, и такое тоже бывало. Поэтому существует у нас услуга, когда вы можете обратиться, и мы сами вам все оформим, и все деньги переведем, и конвертируем, и оплатим, и все остальное. В принципе, вы на это время тратить не будете, и в аэропорту сразу же пойдете на турникеты. Очень удобная виза для таких целей, если вы едете не более чем на 30 дней, либо знаете, что не будете ехать на более чем 60 дней. Но эту визу не очень, возможно, выгодно брать, потому что она обязывает вас все-таки покинуть страну через 60 дней и договориться остаться в стране, делая какую-то промежуточную визу, либо есть такая услуга, как будто бы задним числом вам ставят вылет, визаран, и как будто бы вернулись на остров, и это все будет сопоставимо, как просто взять, улететь в ближайшую страну, а это Куала-Лумпур, и вернуться. В общем, если вы планируете ехать на 61 день и более, как будто бы эта виза не для вас. Нужно четко все просчитывать. Наверное, один из самых классных вариантов, как его можно использовать, это если вы знаете, что вы едете на определенный точный срок, 60 дней, например, либо 120 дней, на 60 дней, например, либо на 120 дней, либо хотите поехать на 180 дней, и вы точно знаете эти сроки, и вам точно интересно делать визараны, тогда эта виза вам может подойти, но когда вы будете третий раз по ней влетать в страну, вам могут задать вопросы. Если у вас будет вдруг ручной режим проверки виз, но формально это может быть, кстати, развод, мы об этом тоже говорим и предупреждаем со стороны иммиграции. Да, со стороны таможни и иммиграции могут быть разводы на границе, и людей могут разводить, запугивать, что по этой визе может только один раз летать. Если вы выполняете правила, самое главное правило, до 180 дней в календарном году, в принципе, вы можете по ней спокойно летать и использовать, но то, что она дешевая, не значит, что она будет самая выгодная, потому что, если мы посчитаем, $35, допустим, в аэропорту, потом еще продление, это около $50. Итого вы прожили за $80 один месяц, далее делать визараны, это примерно $150-200, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, есть следующая виза, более интересная, это виза C1.
Она позволяет вам проживать до 180 дней, не вылетая из страны, без страны. У этих виз есть различия C1, C2. C2 считается, что вы едете с целью установления деловых контактов, C1 с целью туризма и посещения культурных мест. Да, примерно так это все будет выглядеть. Имеет ли разница какая-то на бумаге значение? Конкретно у данных виз не имеет, поэтому если вам предлагают сделать C1, спокойно делайте, всех все устраивает. Эта виза стоит примерно 2,5 миллиона рупий. Вы также можете написать в наш бот для уточнения наиболее актуальной цены и другие сопутствующие вопросы. Эта виза позволяет вам жить до 180 дней, где вы каждые 60 дней должны сделать продление. Продление стоит также 2,5 миллиона рупий. И вот выходит, что без всяких визаранов вы спокойно можете, например, прожить 120 дней еще и с продлением на 60 дней. И далее, когда у вас заканчивается срок в 180 дней, здесь уже, конечно, проблематично. Вам, скорее всего, надо будет покинуть остров с той же самой историей, что да, можно остаться, задним числом вам нарисуют визаран, но это все такая муторная серая история, которую будут вам предлагать, но как будто проще будет реально куда-нибудь слетать. И здесь выходит еще одна виза, довольно интересная. Это D1, D2, но как будто бы она не супер выгодная. Да, она идет на 1 год, на 2 года. Вы оплачиваете, вы имеете право пребывать на острове до 60 дней разово, потом его должны покинуть, въезжать, она стоит дороже, и на самом деле она не такая интересная, как обычная виза C1. Но вот следующая виза D12, она когда-то была хитом до появления Китаса E33G, Китаса удаленщика, потому что он оказался самой удачной визой для всех, кто планирует ехать как минимум хоть даже на полгода на остров. И D12 убрали почти все, кому не лень, она в какой-то момент занимала чуть ли не 80% рынка. Но что в ней есть каверзного? Дело в том, что цель этой визы считается прединвестиционное пребывание. И в какой-то момент иммиграция решила всех проверить и начать спрашивать, вызывать на интервью и спрашивать, с какой целью вы пребываете на острове. И если люди отвечали непонятно что, либо не могли точно объяснить и показать, что они встретились с тем-то, вот думали вложить деньги сюда и не смогли это никак подтвердить, им просто эту визу аннулировали, а людей депортировали, потому что они нарушили цели пребывания визы. И здесь очень важная логика, которая нам потребуется в будущем, потому что цель пребывания — это тоже очень важная на сегодняшний день для индонезийской миграции информация и критерий. Почему? Потому что есть, допустим, виза E33G, и для того, чтобы ее оформить, вы должны предоставить контракт с иностранной компанией о том, что вы работаете, и по логике иммиграции эта виза выдается как бы человеку, который пребывает в Индонезии, но работает на компанию иностранную и в той стране платит налоги, и так как он уже трудоустроен, но хочет жить здесь, то индонезийцам как бы выгодно, что это же отлично, он налоги заплатил, но живет-то у нас, и основную сумму денег он тратит здесь у нас, и тем самым вкидывает деньги в экономику, и вроде как проблем с другой страной нету. И это очень важный момент, потому что многие люди не имеют контракта и думают, что, ну, наверное, у меня нет документов, поэтому делать такую визу я не буду, это может быть как-то рискованно и опасно. И я этим людям очень часто объясняю, что, смотрите, приехать по визе D12, которая, очевидно, выгоднее, чем Kitas E33G, для иммиграции более подозрительно, если вы не ведете никакую коммерческую деятельность, я имею в виду прединвестиционную, да, не устанавливаете контакты. Но если ты предоставил документ, бумажку о том, что где-то работаешь и заплатил за Китас, к тебе вопросов почти никаких нету. Самый большой вопрос, который возник вот в мае, это по визам стали приходить повесточки для уточнения адреса проживания. Ну, по идее, это логично, потому что эта страна хочет хоть как-то контролировать и понимать, где кто живет, по какому адресу. И когда стали приходить по второгодникам, по D12, по E33G, они осознали то, что многие люди там не проживают. И получается, виза есть, человек есть, а где он живет, непонятно. И поэтому им стали всех массово вызывать. И в случае несовпадения адреса, ну, вплоть до депортации, ну, либо какие-то штрафы. И, в принципе, это решается очень просто. Вы просто должны знать, как-то заранее, может быть, договориться в том месте, которое вы указываете в визе, а если вы меняете место пребывания, то просто идете в иммиграцию и меняете
адрес проживания, который у вас указан в визе. Все, вопросов по контрактам нету. И получается, что D12 виза, которая выдается как прединвестиционная, для иммиграции более ну, такая подозрительная, если человек ничего не делает, чем если человек предоставил какой-то документ, что он где-то работает, который никак не проверит и никуда не звонят, и этот документ может быть в том числе рисованный, и им, в принципе, вопросов никаких не возникает. И так работает вся иммиграция, поэтому у многих компаний, которые делают визы, вы в принципе не можете не увидеть в списке документов это контракт с иностранной компанией, либо какие-то, возможно, банковские выписки, потому что все это настолько второстепенный вопрос. И с точки зрения, а какая виза менее рисковая, сразу говорю E33G. Ну и, в принципе, она является фаворитом, она стоит примерно 12 миллионов рупий. Также информацию можете уточнить в нашем Telegram-боте, задать любой вопрос, и мы вам обязательно ответим и проконсультируем и по ценам, и по условиям, а также по вашей конкретной индивидуальной ситуации. Но Kitos E33G, я считаю, на сегодняшний день лучшая виза, если вы можете себе позволить пожить полгода на Бали, потому что у вас появляются все возможности, как у китосников. Это и отсутствие проблем, например, с регистрацией телефона, и всякие местные цены, и плюс это, в принципе, понятная легализация. Это мультивиза, вы можете спокойно въезжать и выезжать, в отличие от первой, она сингл-виза считается, и виза по прибытию сингл-виза считается, то есть вы можете спокойно куда-нибудь съездить в маленькое путешествие, вернуться, если вам это необходимо, и при этом по деньгам эта виза за год выходит довольно-таки выгодно, чем то было раньше, с возможностью продления на еще 1 год, и если вы находитесь на Бали, вы имеете возможность без визарана эту визу оформить. Это, естественно, делается через бриджинг-визу, то есть промежуточную. Да, это выйдет по деньгам солиднее, но в то же время сейчас уезжать, чтобы ждать оформления визы 2 недели, и чтобы потом возвращаться, то в пересчете там на билеты на проживание в другой стране в момент ожидания, конечно, эта возможность тоже очень классная, и я сейчас рекомендую именно эту визу, потому что она максимально понятная, и если раньше, вот сейчас я перейду к визе Kitos Invest Kitos, которые раньше делали поголовно, то если раньше приходилось открывать компании, пустышки, рисовать за капитализацию и тому подобное, то тут, конечно, было гораздо больше вопросов, чем вы сейчас делаете визу, и Индонезия, в принципе, дала вам возможность. Ты нам дай бумажку, что ты где-то работаешь. Мы это никак не проверим, но мы тебя легализуем, и мы к тебе не лезем. Почему? Потому что ты живешь у нас, ты платишь нам деньги и тащишь деньги в нашу экономику. Нам это выгодно. Вот такая логика у этой визы. И так как я упомянул здесь InvestKitos, то это тоже классная виза, которая выдавалась на 2 года при условии, если у вас есть компания и 2 учредителя. Это виза, которую надо было делать на компанию, и она очень удачно делалась, если есть большая семья, они знают, что будут жить довольно долго, и тогда можно было вписать мужа, жену как 2 учредителя, детей по семейному КИТОСу, родственников по семейному КИТОСу. Это все выходило довольно-таки дешево, если мы берем про долгосрок, а на компанию можно было записать, например, какую-нибудь аренду недвижимости, либо какие-то покупки, тем самым имитировать деятельность, но даже просто покупка недвижимости — это уже целевая деятельность. И это была классная раньше виза, но этой лазейкой пользовались, создавали компании-пустышки, впихивали туда по 20-30 человек, экономили, и поэтому можно было видеть кучу объявлений про очень дешевый Kitos. Но на самом деле это было очень опасно. Нормальные компании делали не более 5 человек. У меня, например, никого ни разу не депортировали по этим визам и вопросов не задавали, потому что моя команда делает все очень четко. И вообще, в принципе, мой девиз — это говорит все как есть. И когда вы ко мне придете на консультацию, вы, может быть, удивитесь откровенности, но я буду просто вам говорить, что как есть и что вам удобнее сделать, потому что моя задача просто помочь вам оформить визу. Это вот что касается на сегодняшний день самых понятных и популярных виз. Все остальные визы существуют, их можно сделать, но они очень индивидуальные, не нужно придумывать, что вы там получите какой-то труд, этот Kitos по контракту, где вам предоставят договор с компанией. Это все очень настолько редкая история, что за всю жизнь я не сделал ни одной этой визы, хотя постоянно людей консультировал.
Если вы хотите легализоваться на Бали и заниматься своими делами, Е33G, все, живете спокойно. Это, по сути, аналог ВНЖ. Если вы едете на полгода и не более, и вы знаете это точно, и не хотите переплачивать в моменте, то, конечно, делайте визу С1 и радуйтесь. Д12 на свой страх и риск. Мы вас предупредили о том, что вопросы могут возникнуть. Но если вы приезжаете и реально хотите куда-то инвестировать, и трясете деньгами, ищете объект для недвижимости, в принципе, эту визу можно сделать. Она тоже очень классная, дает вам возможность проживать 1 год. Но вы 180 дней живете, и далее должны сделать еще продление на 180 дней. И в пересчете получится та же самая виза Е33G, почему бы не сделать ее. Ну и самый простой вариант — это виза по прибытию. Если вы точно уверены, что хотите пожить менее по сроку, то приезжайте. Либо если ваша задача приехать и уже разобраться на месте, что делать дальше, да, срочно нужно выехать, то, конечно, приезжаете по этой визе, оформляете ее в аэропорту, либо через нашего бота. Мы вам здесь поможем вообще со всеми вопросами. Оформляете ее, и вы уже прикидываете, какую будете делать следующую визу, оплачиваете бриджинг-визу, следующую визу, и, в принципе, не уезжая с острова, можете уже легализоваться по новой визе. Это вот такая на сегодняшний день схема, как можно классно жить и какую визу выбрать на Бали. Также хочу вам представить то, что я создал бота, вы можете им пользоваться, прекрасный бот, который вас проинформирует. Там же вы можете задать любой вопрос по любому направлению, будь то недвижимость, байки, легализация, визы, услуги на острове, обязательно вам подскажем. И напомню, что одна из самых классных услуг у нас была — это travel ассистент и поиск недвижимости. Спасибо за внимание. Рад буду вам помочь в такое непростое время легализоваться в Индонезии, в этой прекрасной стране, и в которой работают все сервисы, и по улицам не ходит ТЦК. Спасибо за внимание.